Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Ну что, начинается эра челленджей, да? Блин, старт такой у меня классный, конечно, и два петуха сейчас, и Огр, и ЦМ-очка. Блин, ну короче, давайте по дефолту будем покупать играть ЦМ-ку. Эра челленджей. Я сразу хочу поблагодарить своего подписчика под псевдонимом Беннисон за челленджи, за поддержку, это очень приятно. Вот, и что сегодня я хочу за челлендж попробовать реализовать? Я хочу в первую очередь реализовать бабку. Условия челленджа: керри бабка и две сборки. Это же либо синергия древних плюс рыцари, либо же древние плюс гоблины. Вот такое вот условие. Никаких гритеров, ничего такого. В текущем патче эту бабку сильно апнули, но об этом сейчас немножечко попозже. Присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте подписаться на меня, поставить свой лайк и оставить комментарий. А кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Ну, также на телеграм-канал подписываемся, все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. О, как зачитал, да? С первого раза. Так, есть несколько здесь обалденных реликвий. Во-первых, Мамора, во-вторых, аптечка священника. Вот. Реликвия на яйца, естественно, потому что, скорее всего, без реликвии на яйца я не смогу собрать эту бабку. Вот, 3 реликвии, которые я хочу на текущий момент. Еще и панда пришла, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. В общем, как мы будем делать в этой игре? Если фартанет, да, ну это ж игра про скилл, естественно, никакого фарта, тупо скилл. Так, клокерка продам. Ну и возьму клевер, закину в панду, а вдруг повезет, бабку присумоним. В общем, на 10-м раунде я хочу получить реликвию аптечку. На 20-м раунде я хочу получить реликвию, это яйца. Чтобы максимально быстро сделать себе бабку в 3 звезды. Ну, естественно, я надеюсь, что мне бабка в 3 звезды, бабка в 3 звезды будет идти. Вот это гениально сказал. Я надеюсь просто, что мне будет идти бабка хорошо. Так, лустрик у меня уже есть. Но объективно говоря, у меня стол очень слабый. Вот. Выйду немного из экономики, возьму себе 4 уровень. Ману плюс 50 возьму. Пригодится для старта. Так, куда я клевер запихнул? Не то запихну, то, что надо. Ну да, все-таки не зря я выставил сейчас свой стол на лустрик, потому что, исходя из того, что я вижу у моих противников, мои противники намного как бы посерьезнее сейчас выглядят, да? Ну да, у них намного сильнее стол, чем у меня. И еще один такой момент забыл добавить к условию челленджа, что вместо древних я могу вдруг чего поставить морских. То есть, если против меня будет магический прокаст, либо просто сильная магия, то, соответственно, нужно будет ставить морских, чтобы поглощение сделать, там, шар бездны найти. Короче, думаю, условия челленджа вам понятны. Керри бабка, рыцари либо гоблины и, соответственно, древние. Либо же, если много морских, то вместо древних ставим морских. Ну, тут как бы понятно, да, все. Надеюсь, конечно, что здесь будет легендарный омник, потому что я хочу попробовать через рыцарей катануть. Ну, просто через рыцарей приятно катать, так как ты получаешь и физическое сопротивление, и магическое сопротивление, плюс хилочка какая-никакая. Темный лорд мне сейчас идет. Вот. В чем же прикол бабки? Бабку очень жестко апнули. Ей уменьшили КД на всех уровнях. То есть она сейчас намного востребовательнее. Ее можно брать и собирать прям по топовому. У нее есть, правда, несколько минусов. Во-первых, рыцари древние не всегда могут тащить через эту бабку. Как вообще делается это? Вы собираете бабку в 3 звезды, потом ставите себе синергию гритеров. Естественно, вам нужно обязательно взять маску 5-го тира, да? Либо же, если против вас очень много, допустим, там... Да, вот приведу вам пример. Если против вас рыцарь с омником, там все такое, то, соответственно, перчатка на чистый урон. Но единственное, что вам нужно будут предметы, чтобы вы переживали, пока ваша там бабка будет раздавать. Бабка, на самом деле, даже имея просто перчатку и более-менее предметы на урон, она прям разваливает. Она очень больно делает. Она уничтожает морально, она пенсии свои закидывает. Нечего делать, знаете, она как в том меме, там, где чел стоит и, типа, деньги из руки такой чук-чук-чук-чук. Думаю, поняли, да? Чисто банкомат такой. Вот, она тоже под перчаткой может себя раскрыть. Самое главное, это ей предметы. Все модификаторы атаки, которые у вас есть, встраиваются в ее способность. Это прям вообще топово. Тут, кстати, чел там тоже играет на лустрике, падла. Руинит мне, руинит. Это мой лустрик. Я надеюсь, у меня получится его переиграть. И я надеюсь, мне упадет ШД, я поставлю ШД себе еще на стол. Чтобы был у меня подешевле жрец. Потому что вот этот жрица света, она намного пожестче будет.
чем ШД. Она перехилит просто весь урон, который они нанесут. И все, и делай, что хочешь, Санечка. Но я не помню, на самом деле, он ко мне приходил или не приходил уже. Не помню. Ну вот. Какие вот в бабку нужны предметы? В идеале, как я вижу, мы собираем бабку в 3 звезды, собираем себе синергию гритеров, закидываем ей кирасу, дезолятор и предмет первого тира на минус броню. Для чего это делается? Когда вы собираете ее в 3 звезды, и она активирует свою способность, каждый снаряд, он дает минус 2 брони. Это прям жестко, очень жестко. Минус 2 брони накидывает, это все стакается, и там очень много минус брони, у чуваков просто отрывается так лицо, что ну его в баню. И еще такая фишка, она ж рыцарь. И есть классовая особенность, то что с нулевой секунды вы получаете синергию рыцарей. То есть вы, даже не имея синергии рыцарей, вы все равно получите баф синергии рыцарей. Будет работать он 3 секунды, соответственно. И вы можете вот эти вот 50% поглощения использовать, как на физический, так и на магический урон. То есть имейте в виду, что вы со старта получаете себе синергию рыцарей активную. Это топчик. Это очень хорошо, на самом деле. Вот. Причем, что эта классовая особенность, она не влияет на активацию в целом синергии рыцарей. Это вдруг кто не знал. То есть вы с нулевой получаете синергию рыцарей, плюс в дальнейшем ваша синергия рыцарей не уходит в КД. Это просто как классовая особенность. Вы получаете просто этот баф. Вот. Дальше. Собираем бабку в минус урон. То есть кираса, дезолятор, предмет первого тира на минус броню. Дальше. От ситуации. Маска 5-го тира для нее must have. Бессмертие must have. Если играете через гритеров, соответственно, БКБ вам не надо. Берете... Ох, как хорошо. Боже, я прям почувствовал, честно. Я прям, знаете, нутром почувствовал о том, что он сейчас ко мне придет, и я тупо убираю жрицу. Красота. Почему я вообще так радуюсь? Потому что я хочу максимально в лустрике сидеть. И если я буду сидеть максимально в лустрике, то когда у меня будет 7 лустрика, я буду получать плюс 3 монетки экономики дополнительной. Вот. Рыцари еще идут неплохо. Отлично. Ну как неплохо. Сойдет. Подпенная сойдет. Я надеюсь, ты нефритового генерала не соберешь в 3 звезды. Я очень на это надеюсь. Кунка пришел чуваку на 5-м уровне. Вопросов не имею. Я тут кунку со слезами на глазах вымаливал. Недавно. Вот, кстати, по предыдущий ролик. Я же почитал ваши комментарии под предыдущим роликом, где я реализовал кунку. И многие, я так понял, не принимают этот челлендж. Ну, самое главное, что заказчик доволен. Заказчик принял этот челлендж, но все же. Многие подписчики недовольны то, что я кунку так плохо реализовал. Поэтому, ребят, я реализую еще раз кунку под 6 богами, когда он будет тупо накидывать, что не в себя корабли. Поэтому не переживайте, я переделаю. Раз такое возмущение пошло. Вот и все. Дальше. Закидываем дальше бабки предметы на дамаг. Можно криты закинуть. То есть самые приоритетные предметы, которые мы видим. Если, в принципе, первого тира мы можем отказаться. Дезолятор есть? Прекрасно. Нету дезолятора? Ничего страшного. Мы можем предметы тупо на дамаг закинуть. Самые главные предметы... Давайте я вот по стадиям вам расскажу, а дальше вам придется уже самим думать, от чего отказываться. Договорились? Договорились. Предметы первого тира. Блинк. Отлично. Меняет позицию. Там, чтобы всякие антимаг его не попал, чтобы под Silence Рики не попал. Ну, просто, короче, меняет позиционку. Потом. Предмет на минус броню must have. Плюс 300 хп. Норм. Плюс броня. Норм. Клевер. Тоже норм. Но если это вы играете через рыцаря, естественно. Потом. Меч первого тира. Ну, такая себе, если что, хрень. И мана-реген. Вот это вот все то, что я говорю, что по топовым предметам. Можно еще, конечно, использовать перчатку, которая дает 25% от цены продажи, соответственно. Мне очень плохие реликвии упали, если честно, я хочу рискнуть. Я очень хочу рискнуть и попробовать себе аптечку убить. Погнали. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, естественно, да? Это моя первая катка, когда я пытаюсь реализовать бабку. Сейчас рот разорвется у меня от моих эмоций. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Кстати, эгида будет здесь собираться. Отлично. Отлично. Я не могу нарадоваться этой аптечке. Я сейчас свою хпшку буду разменивать по полной программе. Пусть у меня еще и баф людей есть. Да вообще 10 из 10. Вообще у меня нос чухается. Скорее всего, здесь нарисуется инсектоид. 100%. Раз у меня чухается нос, и я хочу чихать,
значит у меня, точнее, значит против меня нарисуется инсектоид. И это закон. Всегда так было, и мой нос меня не подводил. Вот посмотрим, нарисуется ли в этой игре инсектоид или нет. Я уверен, что нарисуется. Вот. По предметам первого тира мы разобрались. По предметам второго тира. Жетон отступника. Отличный предмет, если против вас, соответственно, есть гоблины, либо же рыцари. Потому что на 50% будете больше урона наносить. Плащ-пальто. Тоже универсальный предмет. Хорошо. Корона на отхил. В принципе, пойдет. Плюс вы еще вражеский суммон под контроль возьмете, если, естественно, такое будет. Ну, плюс, ну, хпшка реген, все. И что еще с второго тира? Ну, мана плюс 50, хорош. Явно неплохой предмет, мана плюс 50. Да и в принципе все. Ну да, из второго тира так все. Из предметов третьего тира. Вот тут уже поинтереснее. Если вы играете не через гритеров, а вот, допустим, играете чисто через синергию рыцарей, мифриловый доспех, наследие духа огня, дезолятор, двойные клыки, если против вас, соответственно, инсектоиды, бусы на отхил, тоже топчик. Очищающая сфера тоже нормально, потому что когда она сделает контратаку, она выключит синергию, то есть это тоже отлично работает. Тут, я думаю, сами вы разберетесь уже, что брать. Ну и шар бездны, естественно, если против вас маги. Как бы все, это все, что из третьего тира прям хорошо. Можно, конечно, там еще, чтобы вам упал вот этот вот щит Капитана Америки. Ну, такой не очень хочется его, если честно, брать. Но это только в том случае, если вам нужна броня, нужно поглощение урона иметь. Потому что брони много дает, поглощение урона тоже много дает. Условно, это против убийц хорошо будет работать. Но тоже, если через гритеров. Потому что для рыцаря, по сути, это не надо. Вы рыцарями и так будете иметь много поглощения. Если еще и омник сверху будет, то там забей. Вот, что дальше? По третьему тиру, в принципе, и все. По четвертому тиру. Тут прям есть как разгуляться. Ну, во-первых, must have МКБ, потому что мета эльфов, поэтому МКБ нам надо. Плюс там дает доп. Урон. С вероятностью там срабатывания, по-моему, дает доп. Урон. Вот. БКБ, если не через гритеров. Ну и БКБ, в принципе, против сильного прокаста хорошо заходит. Арчит. Вообще шикарно, потому что когда арчит накинется, и когда бабка использует свою способность, она будет приоритетом бить ту цель, на ком висит арчит. Чел просто на 6 уровне нашел 2 кунок себе. Я просто не понимаю, как? Серьезно, как они это делают? Может мне кто-то объяснить, как? Это жесть. Ладно. Арчит. Must have. Он накинет свой дебаф на определенную цель, и когда активирует бабка свою способность, она будет эту определенную цель бить, потому что у нее будет увеличенная дальность атаки. Это прям вообще топ. Она бьет с километра. И, кстати, гномья брошка еще со второго тира, если играете не через гритеров, тоже может вам как бы помочь, потому что поставите снайпера, она далеко стреляет, и там урон увеличивается знатно. Из четвертого тира что еще такого хорошего? БКБ, арчит, МКБ. Клинок тени, ну, сомнительное решение, если вам, конечно, надо уклонение. Можно клинок тени, в принципе, взять. Ну, все, в принципе. Ну, драконий рог еще можно, кстати, да. Драконий рог для мана-регена, чтобы она сразу с нулевой секунды активировала свою способность и начинала всех расстреливать. Предметы пятого тира. Вот тут, ребят, как я и сказал ранее, нужно быть максимально важным и смотреть за своей игрой. Бессмертие. Маска, Кираса, Криты, Мьёльнир тоже шикарно заходит. Я напомню, что все модификаторы атаки встраиваются в ее расстрел. Плюс ее тычка встраивается. Рапира. Щит 5 тира. Ситуативно, но можно взять. Щит 5 тира. Кстати, возьму кристальчик. Потом его переделаю просто. Вот. Рапира, криты, молнии, маска, кираса, бессмертие, щит. Ну, в принципе, все. Больше как бы и нечего такого из 5 тира. Я же говорю, все это очень ситуативно, и вам нужно будет самим подстраивать свою сборку под своих противников. Есть просто must-have предметы. Вот мой билд, который я считаю на игру. Вот если получится, я вам в этой игре и покажу этот билд. Сборка звучит следующим образом. Маска 5 тира, бессмертие, кираса, дезолятор,
предмет первого тира на минус броню. И все. Получается 6 предметов, да? Получается маска, бессмертие, дезолятор, предмет минус брони первого тира. Так, еще раз. Стоп, я запутался. Я запутался, прикиньте. Ну, бывает, бывает. Мозг поплыл немножко, бывает. Кстати, у меня 21 хп и 10 банок. А ну-ка. Поехали. Чтоб нормально хп восстановил. За 10 банок я восстановил 41 хп, ребят. За 10 банок 41 хп восстановил. Просто вдумайтесь в эти цифры. 41 хп за 10 банок. Это вообще топ. Это 10 из 10. Ладно, еще раз прохожусь по своему идеальному билду на текущую игру, когда я буду играть через рыцарей и, соответственно, древних. Маска, бессмертие, кираса, дезолятор, предмет первого тира на минус броню. Чел Свена достал себе с панды. Ну и следующий предмет я посмотрю. Скорее всего, либо я криты возьму себе сверху, либо же МКБ, либо же, соответственно, рапиру закину. То есть я буду отталкиваться от того, что будет у моих противников. Вот. Все. Я, кстати, сейчас 2 котлов поставлю вместо темного лорда. Ну, чтобы чисто сейчас побольше стол вражеский забирать. Кстати, баночки мне сейчас хорошо восстанавливают хпшку. И я... О, чел, эгиду раннюю в 3 звезды собрал. Но меня смущает этот Свен еще. Но я думаю, он Свена не сможет реализовать. А там еще и эгида с призмой. Ай-яй-яй. Да, мне шарбезны в этой игре понадобится по-любому. Ну и тут по-любому мне нужно будет ставить морских, поэтому древние, скорее всего, отменяются. Я древних не смогу реализовать никак, поэтому... Ух ты, ёж, как ты мне оторвал лицо. Видели? Просто с одной косы все вынес. Ну ладно, ничего страшного, живи-живи. Я очень надеюсь, что в этой игре будет Омник. И развалим. По поводу, на каком уровне ролить бабку. Так как у меня здесь аптечка, естественно, я буду на 10 уровне ролить. А так, вообще, в целом, 9 уровня достаточно, чтобы у вас фиолетовые фигуры нормально падали, потому что там 25% шанс выпадения. Ну, он чел кункуси собрал, понимаю. Понимаю. Метовая Марси собирается. Ну, ничего. Ничего нового, скажем так. Еще гоблины древние, кстати, собираются. Да. Я на самом деле хочу, чтобы на 20 раунде мне сейчас упала реликвия яиц. Но я не откажусь, если что, и от сумки Пандамена. Ну и в принципе гнездо Мамора тоже может подойти. ХПшки у меня достаточно. Да. Сейчас уже 10. Я, кстати, зря, наверное, опыт покупал. Надо было чуть-чуть опыта купить. Или вообще подождать, пока меня вынесут, и посмотреть, сколько опыта мне надо купить. Все равно времени не хватало. Да. Да, надо было не спешить. Мне минус 13 прописали. Ух ты. 2 антимага? По кайфу. Так, все, продаем баф людей. Он мне не нужен. Выставляем себе стол посильнее, естественно. Минер. О, я, кстати, минерчика оставлю. Минерчик пригодится нам. Почему бы и нет? Если здесь не нарисуются морские, не нарисуются воины. Но я думаю, чел на Эгине нарисует себе морских. Вот тогда будет проблема небольшая. Энигму поставил, потому что она в процентов от максимального хп бьет. Я, кстати, рыцарей больше поставлю, чтобы намного дольше пожить. Да и в целом, наверное, я антимагов продам. Я, наверное, антимага все-таки продам, потому что не хочу через него играть. Ну, не хочу мету использовать. Инсеков заблочу, чтобы одну фиолетовую фигуру себе убрать. Чтобы она мне тупо не мешала. Это паучиху, кто вдруг не понял. Дешево, зато норм. Я рандомлю. Свен. Спасибо, плюс 5 монет. О, Мамора. Отлично. Так, Свена я продам по итогу. Бабка, отлично. Так. Маморы юзаем. Хорошо. Сейчас бабку в 2 звезды сразу достанем. Так, отвали. Не нужен ты мне, Свен. Еще одна бабка. Ого. Так, ну мне в действительности антимаги не нужны. Даже не буду их ставить, чтобы просто попытаться себе усилить стол. Не хочу.
Так, подожди. Я могу поставить древних пока что немножко. Да? Да, у меня ЦК один лишний. А, не, подожди, не могу. Или могу? Кто у меня лишний? Кунка. Так, предметы закидываю сразу в бабку. И колечко я сейчас закину. А, у меня не хватает одного рыцаря, чтобы поставить себе древних. Точняк. Вертолет так раскрыл. Плюс бабки получил. Так, нам-то покупку бабку ставлю. Чтобы вдруг чего ее случайно не скипнуть. Ля, я его почти забрал, прикиньте. Ля, прикиньте, если бы у меня бабка была в 2 звезды, то я бы его забрал. Ай-яй-яй, ну предметы, конечно, у него там шикарные, вопросов я не имеющий. Бабка пришла, отлично. Тайт. Ну все, тут по-любому мне нужны морские, тут мне вообще не нужны древние по факту. Ну там вы видели, какая эгида? Поэтому ставить будем морских. Мне объективно не нужно. Сейчас здесь древние. Они будут очень слабыми здесь древние. Хочется еще предмет первого тира поискать. Эльфы дефолтные собираются, инсектоид. О-о-о. Не, я подожду 25 раунд. На 25-м раунде рельну предметы. Ладно. Ладно. Будем ставить морских все-таки. Ну, морские нужны объективно. Ну, там эгида огромная. У него еще и 16 винстрик. Я бы его забрал, если бы у меня была бабка хотя бы в 2 звезды. Но... Если бы так во рту бы росли грибы. Знаете такое? Знаете. На самом деле, типа, самая простая сборка, это вы играете тупо через гоблинов древних, а потом в лейт-стадии вы просто перестроитесь в гритеров с хорошими предметами, и ваши бабки ничего не сделают, ее почти не вынести будет. Да, там будут моменты, когда ее могут вынести, но не такие критичные, понимаете? Так, вместо Бетика. И темного лорда поставим, вместо кого? Ну, пока что поставлю темного лорда вместо Тайда. Попозже поменяю сборку на морских. Сейчас просто, чтобы вы понимали, древние раз в 5 секунд давать будут 300 чистого урона в радиусе одной клетки. Вот это вот вся первая линия, которая у меня сейчас стоит. При активации синергии рыцарей получит плюс 400 хп. И там посмотрите, как лицо сейчас оторвет. Чекайте. Тут 2 цветки в 3 звезды. Бэмс. Но это еще слабо. Очень слабо. Блин, ну минер, кстати, творит чудеса. Отлично минер справился. Но бабка пока себе раскрыть не может. Минер раскрывает против спама всякого. ДК пришел. Так, ДК вместо луны поставлю. Еще одну бабку. Пожалуйста, дай еще одну бабку. Блин, я очень надеюсь, что мне сейчас придет еще одна бабка. Там уже 17 стаков на посохе, обалдеть. Ладно, медузу пока продам, чтобы выйти в хорошую экономику. Не знаю, может убрать этих древних, поставить лучше минеров? С Тайдом, все-таки контроль, станчик, все дела. Дай минус броню сейчас. Или медальон. Кстати, за медальон забыл первого тира. Медальон первого тира тоже неплох. Плюс 25 магического сопротивления, потому что у бабки 0 магического сопротивления. Хотя это удивительно. У бабки 0 магического сопротивления, хотя она фигура 4 тира. Жесть. Кстати, гоблины древние мне сейчас снесли. Больно! Но пока она в 2 звезды, она не очень много брони отнимает. У меня еще предметов недостаточно в ней. Как только будут предметы, она нормально будет отрывать лицо. Самое главное, чтобы чуть-чуть фартануло. Прям чуточку, на пол шишечки. Так, отлично. Хана раскрыл, деньги получил. Дай бабку. Ну не жлобись, дай бабку. Одну. Пожалуйста. Бог рандома. Не подведи меня. Мне нужна всего лишь одна бабка, у меня будет ранняя бабка в 3 звезды. Надо. Так, я хочу, чтобы с 3-го тира мне сейчас упало несколько предметов. Ну, один из.
Шар бездны сейчас, скорее всего, будет приоритетом. Потому что там эгида огромная. У него и призма, у него и посох 3-го тира. Он очень огромный. Но не откажусь от дезолятора и не откажусь от наследия духа огня. О! Я возьму. Я возьму. О! Все, мифриловый доспех берем. Ранняя бабка в 3 звезды. Ля-ля-ля. О, еще и 3 предмета топовых. Но я возьму маску. Маска must have, надо брать. Единственное, что меня смущает, это 2 инсека. И их надо выкинуть. У одного 9 хп, у одного 14. Я надеюсь, у меня получится их выкинуть. Но у меня, в принципе, минеры есть. У меня, ну, в принципе, я должен его выкинуть. Минеров я должен не бояться вообще. Я надеюсь, что сейчас еще этот тип придет с винстриком, я его схаваю. Так. Еще по поводу бабки. Бабка очень боится антимага. Если вражеский антимаг жесткий, то поверьте, вражеский антимаг это будет еще та заноза в одном месте. Ух ты. Мне надо один морской, пожалуйста, дай одного морского. Минер и медуза. Так, не успел, ладно. Я просто лишние легендарки купил. Так, это инсек. Смотри, сейчас как бабка будет наваливать. Погнала. Просто ра-та-та-та-та-та-та-та. Боже, у меня такое настроение, такое, знаете, драйвовое. Ранняя бабка. Неужели у меня с первого раза получится выполнить челлендж? Если у меня получится с первого раза, это будет жесть. Давно такого не было, ну, это будет жестко, очень жестко. Минус броня, сюда. Так, у меня, по сути, есть 2 топовых предмета. Мифриловый доспех против всяких там обезоружий, станов, думов и тому подобное. Ну и плюс это монореген. Очень много монорегена будет давать. Еще и минер, кстати, в 2 звезды ранее, это очень хорошо. Ну и, кстати, бабка за счет своего блинка, она может еще и выйдеть полуорков. А то чел, кстати, играет не через морских, а играет через магов. Интересно. Интересно. Это удивительно, если честно. Кстати, если что, на бабку не нужны предметы на скорость атаки. Вообще. Потому что посмотрите, как она сейчас будет настреливать. Это просто, она такие куски будет отрывать. Просто смотрите, сколько минус брони. Каждое попадание это минус 2 брони. Именно поэтому я говорю, что предмет первого тира, кираса и дезолятор это must-have предметы под нее. Так, ману плюс 50 уберу и закину клевер, чтобы была выше вероятность срабатывания синергии рыцарей. Тут древние инсеки. Но инсек слабоват пока что, хотя на самом деле он на 9 уровне имеет 2 импресски. Чел проиграл винстрик. Кому проиграл? А он инсеку проиграл, прикиньте, на минус 4. Вот ты козел. Я надеюсь, что я смогу выкинуть этого инсека. Он будет противным. Еще бабка очень не любит уклонения. Типа, против эльфов, если не найдете МКБ, весь импакт этой бабки на 0 спустится. На самом деле бабка мало кого боится. Она дает очень много минус брони с помощью своей ульты. И она вечно, когда она в 3 звезды, она вечно кастует свою ульту. То есть там КД нет на ульте. Вы видите? Смотрите. КД на ульте тупо нет. Все, вечность. Просто как она настреливает. Единственное, что вот бабка боится, я же говорю, это то, что миссы, и она очень боится. Просто вот это вот то, что надо. Просто минус 14 в табло прописал инсеку, он вылетел из игры. Вот так вот с инсеками надо. Всех инсеков так надо уничтожать. Ну, кстати, здесь же есть двойные мобы еще. Если повезет, мне двойные мобы могут упасть. Это будет жестко. Тут еще и темный лорд огромный. Через чернокнижников плюс древних играет. Угу.
Надо шарбезны будет найти. Ого. Перчатка и Кира. Интересно. Только на самом деле все равно рыжий рис, он очень слабый. А ну-ка, поставьте сейчас ролик на паузу и напишите в комментариях, какое место я в этой игре займу. Если что, то на челлендж мне заказали топ-1 место. Но если будет очень потная катка, я на самом деле думаю, что это будет очень потная катка, то топ-2, топ-3 засчитывается. Но я уверен, что я минимум чем топ-2 не займу. Точнее, меньше, чем топ-2 не займу. Либо топ-1, либо топ-2. Топ-3 вряд ли. У меня слишком сейчас сильно. У меня ранняя бабка пришла, у меня хорошие предметы пришли. Тут еще можно будет поставить 6 морских сверху. Чтобы вообще развалить все и вся. А если повезет Тайдуху в 3 звезды собрать, о, то там забей. Но я-то уже слишком сильно губу раскатил. На Тайдуху в 3 звезды. Мне кажется, чел на первом месте делает огромную ошибку, то что он не ставит сейчас себе 4 морских. Он же свою эгиду прям так знатно сносит. У него еще и предметов на магический деф никаких нету, поэтому, ну... Да, он дает минус 85 магического сопротивления. Жалко, конечно, здесь, кстати, в этой игре Омника нет. Но все равно, типа... Как по мне, он ошибку делает. То, что морских не ставит. Ну ладно. Но минер, кстати, хорошо помогает мне сейчас. Объективно. Очень много урона вносит. Реликвии яиц. Ой-ой-ой. Дум идет еще хорошо. Да нет, Дума не надо. Ну, в принципе, на самом деле Думу можно поставить, потому что Дум минус хп реген дает, Сайленс накидывает, то есть полезный перс. Мне Медуза, кстати, так хорошо идет. Я, короче, знаете, я возьму реликвию яиц, а вдруг фортанет, и я реально смогу Тайдуху взять. Можно было бы, конечно, сумку взять, но я хочу красиво, поэтому давайте возьмем все-таки реликвию яиц. Если будет идти Тайдуха, то Тайдуху соберем 3 звезды. Или сумку. А может, не спешите подождать? У челов, кстати, не упали ни у кого двойных мобов, поэтому... Кайф. Это кайф. Это очень хорошо, то, что им не упали двойные мобы. Так. Шарбизны надо. Серьезно? Серьезно? Вот так налегке я смог найти шарбезны? Да не, ребят, это 100% моя игра. Гадалки не ходи, это 100% моя игра. Ну, кстати, чел играет на зверях, но какой смысл играть на зверях с перчаткой 5-го тира, я не понимаю. Вот это у меня бабка отхилилась, ай-яй-яй. Еще медуза так идет. Хорош, хорош. Вообще отлично. Не, вы прикиньте, насколько мне сейчас фартануло, то, что мне с первого раза, в принципе, упало все то, что я хочу. А ну-ка, поищем предмет 5-го тира. Хочу бессмертие найти, на всякий случай. Ну что? Ну что? Ну что сказать, ну что сказать? Помянем. Помянем молодых. Чисто бы на сдачу сейчас еще собрать себе Тайда в 3 звезды. Да и Медузу, в принципе, можно в 3 звезды собрать, я не откажусь. Минера. Минер, кстати, может. Если сейчас еще один минер придет, я активирую реликвию яиц и буду искать себе минера в 3 звезды с помощью яиц. Это будет же вообще имба. Чисто, как, знаете, бонус-код активирован. О, здорово, чернокнижник. На самом деле, мне на этого чернокнижника так плевать. Как же ему сейчас будет больно? Бэйн, отпусти. Отпусти, говорю. Да отпусти. Ля ты крыса какая. Да ты посмотри на этого Бэйна. Не, ну я здесь выиграл. Хорошо, отлично. Отлично. Там просто Бэйн в моменте на Рубика переключился, и у меня бабка всех расстреляла.
Не, Медуза мне тоже шикарно идет. Do you hear the beat of victory? Можно, в принципе, в целом всех морских продать. Я думаю, я без морских здесь справлюсь. У меня слишком сильный стол. ДК идет. Можно еще и ДК в 3 звезды собрать на сдачу. ДК, конечно, в текущем патче жестко понерфленный. Да, он сильный, но он жестко понерфленный. На самом деле, если они найдут кучу предметов на контроль, у меня будут проблемы. То есть там Хекса, Безруж. Мне БКБ бы найти. Для подстраховки, для поддержания моих штанов. Чтобы они не спали. БКБ бы мне прям must-have было. Плюс от полуорков защитит. Кстати, пофиксили, если что, баг с полуорками. Кто вдруг не знал, то раньше полуорки давали стан сквозь БКБ. Но это быстро, кстати, пофиксили. Я аж удивлен. Там буквально 1-2 дня и пофиксили этот хрень. Зато 6 багов, когда были сломаны, они фиксили больше недели. Такой трэш. Горный вождь. Ну, горный вождь на самом деле мне не нужен. Типа... Я минера оставлю, потому что минер нормально так напихивает. This is my way. Do you feel it? Минку ставит и подрывает. Чисто приятный бонус. Но на самом деле Тайдуха мне тоже тут хорошо зашел. Тайдуха в 3 звезды, чисто 5 секунд стана. Это будет шикарно. Так, ну там темный лорд очень слабый. Его можно даже вообще ни во что не ставить. Мне этот темный лорд не угрожает. Единственное, что мне сейчас может быть очень проблематично, так это все-таки контроль. Если сейчас на 35-м раунде там найдут обезоруж, найдут Хекс. Башер 4-го тира, кстати, очень жестко может затриггерить. Но у меня, в принципе, бессмертие есть, я могу из-за бессмертия позабирать. Ну, посмотрим. Как она расстреливает просто. Хочу Кирасу. Кираса же под мину отлично будет стакаться, потому что мина наносит физический урон же. Я даже, может, Кирасу закину в минера. Every chubby one has a potential. Welcome. I'm coming out. Сколько мне эти вообще морские нужны? Да я думаю... Мне даже 6 морских и не надо. Я, кстати, в одном из роликов, когда играл через синергию морских, не рассказал фишку. Я, если что, не знал, об этом мне сказал мой подписчик. Короче, чтобы вы понимали, взрыв морских работает только от самих исконно истинных морских. Это вдруг кто не знал, потому что я думал, что на все фигуры работает этот баф. А по факту работает только на самих морских, то есть на фигуры морские. То есть фигуры морские могут только взрывать, а не какие-то другие отдельные фигуры. Я об этом, если честно, не знал. Поэтому спасибо подписчику. Ну, я не читал, на самом деле, но поэтому не знал. Поэтому спасибо подписчику, что подметил этот момент. Как говорится, век живи, век учись. Вы посмотрите, что мне упало. Тут хрень упала. О, арчит. Кстати, арчит. А я не хочу бабку закидывать арчит, потому что там у чувака есть на эгиде щит 5-го тира, и это может быть огромной проблемой для меня. Прям гигантской проблемой может быть, потому что если арчит не вернется, не дай бог, это будет больно. Тут, кстати, вот реально, этот тип, он делает огромную ошибку, что не ставит морских. Там есть тайт. Он на полуорках играет. Тайт дает контроль, БКБ у меня нет. Не знаю, он делает большую ошибку, что не играет через морских. Тут для морских игра вообще шикарная. Ставишь себе 4 полуорка, 4 бога, 4 морских и тайдуху сверху. Я так думаю, чел хотел найти себе не щит 5-го тира, а все-таки Хекс. Чел играет через завесу. На самом деле завеса, а это такой хороший предмет, точнее реликвия. Он так много времени может тянуть. То есть, условно, если против вас такие жесткие типы, которые очень много сносят, то эта завеса может зарешать, и вы можете зайти в топ-2.
Или, ну, в топ-1 вряд ли, вот в топ-2 может помочь зайти. То есть она дает вам пожить это завеса. Довольно-таки полезный предмет. Ну, предмет, реликвия. Предмет. Вот сейчас смотрите, у меня есть все топовые предметы. Сейчас бы еще Кирасу. На самом деле Кирасу я, наверное, в бабку саму закидывать не буду. Я закину в Минера, потому что Минер стоит на первой линии. И плюс Минер же поставит мину. Как раз ближе ко всем. Ну, тут чел реально ошибку сделал. Ему надо было морских ставить. Но тоже. Если бы не челлендж, я бы поставил себе гритеров. Я бы вообще не парился. Кстати, бабка боится еще и Дум сверху. Давайте вот пока тут раунды такие идут. Да не, это все. Да, это все. Забей. Они меня тупо не пробивают. 0 урона. Ну, Гида там что-то иногда пытается, но тупо 0 урона. Слишком много урона у меня. Так, там минус 1 тип, хорошо. Сейчас поролимся, потом все остальное. Секундочку. Расскажу, кого еще Гида боится. Чисто медузу на сдачу купил. Еще и легионку сейчас, может, соберу в 3 звезды, вообще по кайфу будет. Ну, такое. Ты там что-то делаешь? Так, он ищет. В медузу, кстати, закину арчит. Все-таки у нас руки набивают там. Медальон закину в тайда, чтобы станчик накинул, чтобы у меня тайд подольше жил. Кстати, ребят, если вдруг кто-то пропустил стрим, то не беда, все записи стримов есть во вкладке трансляции. Кто вдруг не знал. Бэмс. Не, ну все равно больно Гида бьет. Несмотря на то, что у меня 4 морских, и несмотря на то, что у меня есть шарбезны. Очень больно бьет. Еще и синергия рыцарей. Не, ну скорее всего синергия рыцарей не активируется из-за того, что... И поэтому она мне так сильно больно бьет. Короче, кого боится бабка? Она боится антимага, она боится контроля. Потому что бабка имеет ману. И если антимаг с хорошими предметами присасывается к этой бабке, то забей. Еще бабка боится уклонения. Условно, если будет жесткая Марси, то будет печально. Я хочу предмет 5-го тира найти. Я хочу Кирасу, либо криты. С критами у меня урон зверский будет. С Кирасой у меня, соответственно, будет много минус брони. Там у чувака, если, ну, наверное, минус 30 брони будет. Но только с 3 предметов будет минус 30 брони примерно. Получится 15 плюс 9, ну, минус 25, ладно. Плюс еще бабка будет настакивать минус брони. Ой-ой-ой. Бэмс, бэмс, бэмс. Не, ну, кстати, щит 5-го тира у него нормально там срабатывает. Ну, кстати, 50% уклонения с помощью радика. Легионочка в 3 звезды, здорово. Чисто на сдачу. Еще яйцо пришло, хорошо. Так. Бабка. Кого она еще такого боится? Кто может контрпикнуть эту бабку? На самом деле все очень ситуативно. Тебя может и Зевс забрать в легкую. Просто с ультухи забрать бабку может. Но, ну, знаете, я не могу сказать. Каждая игра, она уникальная. Нет такого паттерна действий, который 100% будет гарантировать вам победу, либо 100% вы законтрите эту бабку. По факту, антимаг очень жесткий герой против бабки, потому что у бабки есть мана. И если антимаг там зверски собран, тебе не поможет ни гритер, ничего. Ну и, кстати, гритер это жесткий контрпик бабки, потому что на гритере не работает минус броня. Вот тут, кстати, нюанс, я забыл за это сказать сейчас. То, что гритер это жесткий контрпик бабки. Минус броня не работает, и в таком случае лучше перчатка чистого урона. Я, кстати, активирую шлемрес и погнали, может соберу себе. Так, минерчики есть. Ух ты, яйцо. Да еще дай. Все, я тебя понял, У меня, кстати, медуза в 1 звезду стоит маленькая. Так, ладно, понял, все, 20 монет сролил. Дай, пожалуйста, 2 яйца. 2 яйца дай. Одно есть. Ой. Все. Отлично. Так, что там у тебя?
Перчатку чистого урона нашел. Помянем чувака. Я уверен, это ему не поможет. Кираса. Здорово. Так, Кирасу в минера закидываем. Ох, какой сейчас будет контент, ребятки. Бэмс. Помогло? 4500 мина нанесла только что под минус броней. У чувака 4 брони. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Минус 67% физического сопротивления. Плюс яйцо. Ладно, давайте так. В конце катки я подведу итог. Быстренько расскажу, кто может жестко эту бабку контрпикать. Хотя, в принципе, зачем? Я все в течение ролика рассказал. Гритеры — это лютый контрпик. Потому что минус броня не будет работать. И в таком случае на эту бабку можно закинуть себе предметы на выживаемость. Вот условно вы возьмете себе бессмертие, возьмете себе перчатку, криты, драконий рог, чтобы сразу кастовать способность. И условно блинк. И под гритерами будете тоже кайфовать. Будете очень много урона наносить. Еще наследие духа огня можно сюда закинуть. Чтобы у вас 2 раза сносили эту бабку. Ну а дальше все от ситуации. Но самое топовое — это все-таки играть на бабке через гритеров. Вы не боитесь никаких контролей, никаких дебафов, никто вас не сможет остановить, по сути. Просто понимаете, почему я вот за маску топлю? Потому что дает много отхила бабки. А бабка, она, ну, расстреливает прям. Еще 2 яйца сверху. Здорово. Эх. Не соберу себе... Хотя... Может ДК собрать в 3 звезды. Я просто рассчитываю на то, что мне сейчас 2 тайда выпадет, и еще для красоты соберу себе 2 тайда в 3 звезды. Чего я так сегодня оговариваюсь? Я не понял. Не, я не хочу арчит все-таки закидывать. Арчит — это будет лютая поплава. Но у меня очень хорошие предметы против него. У него предметов нету против меня. Вот если там закинул перчатку 5-го тира, но толку-то от перчатки 5-го тира 0. Просто с мины взорвал только что егиду. Но тут минер импакта внес. Все, конечно. Да, минус 17 нанес. Надо было в конечном итоге все-таки вот это вот яйцо апнуть в 2 звезды и сделать себе ДК в 3 звезды. Ай, красоточка какая. Мне на самом деле моя внешка нравится на бабку. Топовая. Не зря все-таки в прошлый раз купил боевой пропуск. Нет, но объективно здесь без морских не обойтись. Один через магический урон катал, второй через магический урон катал. Ну, конечно, минер в 3 звезды меня очень порадовал. Типа, ну это жесть. Прям топчик. Хорошая катка получилась. На вайбе, знаете, таком. Если честно, я не ожидал, что с первого раза у меня получится собрать бабку в 3 звезды. Я думал, что мне получится там сразу 10-го где-то. Как с кункой, например. Эх. Ну хорошо покатали. Там мне добавить, в принципе, нечего по поводу бабки. Я все в течение ролика рассказал. Но то, как я играю, по сути, в лейт-стадии ты рыцарей не оставляешь. Очень редко, когда ты оставляешь вообще какие-либо синергии. В основном ты ставишь себе гритеров, несколько думов, несколько рики, и просто бабка с хорошими предметами этих овощей нарубывает по полной программе. Ну, шинкует по полной. Там все, ребят. Реально нечего добавить по поводу бабки. Я все в течение ролика рассказал. Поэтому, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто не подписан. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.